Всем привет! Сегодня мы познакомимся с первой частью серии «Каратели рождения», события которого происходит в рамках вселенной Макс. Земля 200-111. Такая жирненькая отсылка на 2001 год, когда импринт Макс Комикс начал свою работу. Хотя, возможно, тут есть и какая-то другая отсылка. Напишите в комментариях, если вдруг знаете. Относится ли это как-то к «Карателю Макс»? Да, относится. Это его история происхождения. Выпускалась она в 2003 году, описал ее небезызвестный Гартеннис. Его работы мы также затронем позже, в частности, «Каратель Взвод» и историю про Ника Фьюри. Устраивайтесь поудобнее, меня зовут Мортем, а мы начинаем. База передового развертывания Вэлли Фордж. 7 миль от камбоджийской границы. Конец октября 1971 года. День 1. Мы видим лагерь и отряд на отдыхе. Ребята, по всей видимости, ждут распоряжений. Стоят себе, курят и наблюдают, как приземляется самолет. Вроде как ничего особенного. Однако вдруг его подбивают снаряды, и он начинает падать. Однако падает он далеко не в джунгли, а на весь развернутый лагерь. Эта горящая птичка наверняка убила огромное количество солдат, что крайне легко предположить, исходя из этих жестоких кадров. Далее мы видим, что со стороны кто-то смотрит за всем происходящим, и один из них говорит: я ж говорил, дерьмо, давай плати». Видимо, они сделали ставку, собьют самолет или нет, но у одного из солдат возникает вопрос: окей, а как мы доберемся обратно-то? Чарли явно уже оттуда идут, Кэп это знает. Важное примечание: Чарли. Так американцы звали вьетконговцев во время Вьетнамской войны. «Я не умру во Вьетнаме. Меня зовут Стиви Гудвин, и я настолько кроток, что смогу все выдержать. В один день я вступлю на борт птицы свободы и покину это место навсегда. Вступлю на серебряного ястреба и буду видеть только сны и красивые глаза ангелов в одежде стюардесс. Улыбнутся, увидев меня, принесут холодного пивка. Я не умру здесь, я избегу резни, не стану боевым наркоманом. И я не полюблю войну, как капитан Кассел». И мы видим, как Фрэнк, еще не ставший карателем, естественно, ведет за собой весь этот отряд. Стиви продолжает. «Фрэнк Кассел, офицер морпехов, которого база передового развертывания Вэлли Фордж еще не встречала. Лучший из лучших. Именно из-за него, я уверен, я выживу. Он отдал всего себя своим людям. Не из любви, это неуместно, а из желания делать свою работу правильно, что проявляется в каждом действии». Мы узнаем, что Фрэнка перевели сюда около полугода назад, и с тех пор ни один вражеский патруль не пересек границу. Также начал свою службу Фрэнк еще в 1968 году с вьетнамского Нового года. Здесь же он указан как Тед. В нем увидели некую искру, но что конкретно произошло, не сообщается. Все знают лишь то, что Фрэнк крайне эффективный солдат, и все. А вот сюда его якобы послали, потому что просто надо кого-то послать. Кто ж знает. Фрэнк поднимает руку, обозначая действие «стоп» или же «внимание», если я не перепутал. Мы видим местность, за которой наблюдает отряд, активно занимающий позиции, готовящийся к чему-то, и, вероятно, Фрэнк засек кого-то, и это оказывается то ли торговцы, то ли что-то типа того с вооруженной охраной. Почти целый отряд. И их атакуют. Отряд Фрэнка без каких-либо вопросов стреляет на поражение. Некоторые пусть и ранены, но пытаются дать отпор, стреляя в ответ. Но и это тщетно. До кого-то доходит, что бороться бесполезно, и пытаются бежать, но и в уже без того понятную расстановку сил свою лепту вносит растяжка, на которую натыкается вьетконговец. После взрыва мы видим, как в живых остался один единственный, которого сразу же подмечают и в него кидают гранату. Исход, мне кажется, уже очевиден. Стиви мечтает о том, что будет, когда он вернется домой. «У меня будут сыновья. Когда птичка заберет меня, то я буду сношаться со всеми, с кем захочу, и женюсь на самой красивой в тот же день. Она родит мне сынишек, и они будут огромными, сильными, а я буду гордым батей, смотреть, как они растут и поют. Покажу им страну, настоящую, не то, что сейчас. Потом они узнают, что я воевал, а я ничего им не расскажу».
События переносятся в лагерь, мы видим, как мужчина наливает себе нечто алкогольное, я предположу. И тот говорит: «Капитан Кассел, я же вижу, что вы что-то хотите сказать». На что Фрэнк отвечает: 21 вьетконговец, никого не осталось, собрали около сотни АК, 6 РПГ, 4 миномета с 53 снарядами, пугачи, боеприпасы, гранаты. Этого хватит на неделю, остальное ушло на ловушки или уничтожены. На что ему отвечают: «А вы можете сказать, когда мы точно умрем?» Оказывается, что тот отряд, который они остановили, были поставщиками оружия, которые за последнее время зачастили. Патрули ранее пропустили несколько поставок. Фрэнк уверен, что враг запасается для атаки, которая пройдет через это место так или иначе. На что полковник никак не отвечает, вот банально игнорирует, наливает себе свой алкоголь и говорит: «Фрэнк, скоро прибудет генерал Пейден, ему нужна экскурсия, ты ответственный, делай, что хочешь. Проведи его по лагерю, покажи ему все, скажи ему, что все в порядке». «Я не могу, у меня малярия, я буду болен». Фрэнк не понимает, почему тема игнорируется, и спрашивает: «Вы вообще передадите мое сообщение в Дананг?» На что получает в ответ: «Ага, как и всегда». Насупившись, Кассел выходит из расположения полковника, понимая, что всем плевать абсолютно. Прошел, видимо, час или около того. Кассел встречает Пейдена. Это такой низкий, усатый и вредный мужик. «Ох, Кассел, плевать, что у тебя за звание, но скажи полковнику, что его армия — позорище. Только 10-й из вас знает, как офицера приветствовать. Высокопоставленного, к слову. Почему у базы передового развертывания в Вэлли-Фордж такая мерзкая репутация?» На что Фрэнк отвечает: «Ну, последний, кто указывал нам, уснул рядом с миной». «Харе мне мифы рассказывать, капитан, наркоманские бредни. Или ответили, молись, черт, что для поддержания порядка тут делается?» «Ну, ничего», — отвечает Фрэнк. «Вэлли-Фордж на 50% нефункционально. Без хороших сержантов нет дисциплины. А большие поставки или наши, или посылаем на юг в вооруженные воздушные силы. Нам нужны нормальные боеприпасы и оборудование». Это все по итогу не то, что не убеждает Пейдена помочь или что-то в этом духе, это напротив убеждает его закрыть базу. Ты серьезно? Мы единственная застава, что следит за Камбоджей. Если не мы, то кто? Но и это остается без ответа. Пейден просто подмечает, что это денежный вопрос. Тратить деньги на это все никто не собирается. Ты не имеешь права спорить. Это конец конфликта и вашей причастности к нему. Валите домой, еще раз спросишь, покинешь морскую пехоту навсегда. «Окей», — отвечает Фрэнк. «А если вы пойдете со мной, генерал, то я дам вам неопровержимое доказательство, что Вэлли-Фордж нельзя закрывать». Генерал сомневается, но по итогу идет за Касслом. И мы видим огромный склон. Фрэнк говорит: «Да, там в конце горного хребта то, о чем я говорю. Если вы дойдете до конца, то увидите вот то, что нужно увидеть». «Боже, хорошо. Что это? На какую хрень я смотрю?» И мы видим табличку, которую Фрэнк прикрывал с собой ранее, когда говорил Пейдену подняться. Она гласит: «Опасно, снайпер работает от заката до рассвета». Генерала, естественно, убивают. Прилетает вертолет, чтобы забрать тело. Солдаты рассуждают, мол, генерал тупой оказался. Что поделать? Читать не умеет, но их всех более заботит их капитан. Интересно, о чем он думает? Как и всегда, о завтрашнем дне, но точно не о Пейдене. Кассел рефлексирует. Ты получил отсрочку для войны. Эта победа последняя. Ты знаешь, что генерал был прав, я знаю. Ты любишь это. Все разговоры об уничтожении вьетконговцев не то. Ты когда-то чувствовал себя более живым, полным черной жестокой радости. Я могу все исправить, и ты сможешь делать это вечно, Фрэнк. Нужно лишь заплатить определенную цену, но взамен ты сможешь всегда идти и не останавливаться. Только скажи «так и будет». Только скажи слово, и так оно и будет.
Кто я? Разве ты это спрашивал? Ладно. Так кто я, по-твоему? Фрэнк. Второй день. Комикс начинается с того, что мы видим, как рядовой ангел сидит в бункере у некоего Колтрейна и собирается принять дозу героина. За ним приходит Стиви Гудвин и говорит: «Чувак, давай, пойдем со мной, поднимайся». Капитан Кассел собирает взвод. Ангел находится в отвратительном состоянии. Судя по его реакции, он впервые за долгое время выходит на свет. Гудвина окликает этот самый Колтрейн и говорит: «Окей, кто решит эту проблему?» Показывая на ангела. Вероятно, он не заплатил за товар, который собирался использовать. Исходя из этого, предположу, что Колтрейн что-то вроде местного барыги для солдат. Гудвин достает банкноту, мол: «Извините, у нас задание, он не может валяться там вечно, понимаешь?» На что тот бесится и просит своего подручного Гарсию схватить их. Но они резко меняют свои планы. «Оставь их». И позади Гудвина поодаль оказывается Фрэнк. Он отводит Стиви в сторону и интересуется: «Он чист?» «Так точно, сэр», — лжет Гудвин. «Хорошо. Удостоверься, что все будет в порядке, он будет чист в дальнейшем». Стиви за кадром уже далее рассказывает, что когда Кассел посмотрел ему в глаза, то он больше предпочел бы лезвие Гарсии, нежели этот взгляд. Капитан Кассел отвергает слабых. Наркоман не может нормально стрелять, несмотря ни на что, но ангел может. События переносятся на некоторое время вперед. Взвод идет через проложенную тропинку. Не знаю, как точно можно перевести gap in a wire, однако этот термин обозначает особую местность, дорогу, по которой могут проходить дружественные войска. Стиви продолжает рассказывать за кадром подробности. Не первый взвод, не третий, не даже капитана Кассела, а просто взвод. Потому что мы последние 29 пехотинцев на базе Вэлли Фордж, которым мне все равно на вьетконговцев настолько, что мы идем их искать. Другие будут сражаться с ними, если они начнут наступление, да, или убегут, или обдолбаются чем-то перед тем, как убивать их, но мы охотимся. У каждого из парней своя причина. Тедроу обожает бросать в людей гранаты, Макдональд коллекционирует скальпы, а вот капитан любит войну. А я здесь ради ангела. Ангел убил 3 вьетконговцев, когда они меня окружили, пока я перезаряжал магазин. Конечно, я мог все это закончить и очутиться дома с другими в отставке, но никто не остановил бы меня. Никто бы не вспомнил, но я остался здесь, со своим взводом. Кто-то здесь ради братьев, кто-то ради безумных историй, что он будет рассказывать потом. Кто-то верит в долг. Мы словно Алисы из страны чудес, только вместо кроличьей норы Вьетнам. Чёртовы джунгли. Часы летят так быстро. Капитан думает, что вьетконговцы собирают силы для наступления северо-вьетнамской армии. Да, впервые за долгое время весь взвод вместе. Если мы встретим врага, то они задавят нас числом. Возможно. И в этот момент пуля прилетает в шею Тедроу. Сразу зовут санитара. Кто-то предупреждает весь отряд. «Снайпер!» Отряд спешит занять оборонительную позицию и открыть ответный огонь. Но и санитары убивают выстрелом в сердце. Весь отряд отстреливается во возможную позицию снайпера. Пехотинцы пытаются насчитать точки выстрелов, и их оказывается как минимум 4. Вокруг царит хаос, паника и страх. Кто-то подходит к лежачему солдату, который в какой-то момент начинает просто кричать, закрыв глаза, и говорит: «Отдай 60-ку». Это примечание мое, пулемет М60. И это оказывается Фрэнк Кассел. Он молча обнаруживает позиции снайперов и превращает их в труху. Все в полнейшем шоке. Стиви продолжает. Этот кусок черного передельного чугуна затихает в его руках. Кто бы как ни старался, но это невозможно забыть. Эта война породила высказывание: «Ты заплатишь, подонок», но у нас, в Вэлли Фордж, это «если ты думаешь, что расплата — это плохо, то ты не встречал Фрэнка Кассела». Из этого можно делать постер и тиражировать как комикс-адаптацию Рэмбо. Поведутся на раз-два. Санитары приступают к осмотру пострадавших.
6 мертвы. Капитана ранили, но все более-менее нормально. Остальные распределились на несколько групп, чтобы удостовериться в том, что все вьетнамцы мертвы. Стиви подмечает: Макдональд был взбешен, он, наверное, обоссался при нападении. И тут отряд замечает выжившего, точнее выжившую. Она приставляет пистолет к виску, но удар по лицу ее останавливает. Весь отряд сбегается вокруг этой полуголой вьетнамской девушки, и сразу кто-то задает вопрос. «И что нам с ней сделать? Я тебе скажу. Что захотим, то и сделаем». И мы видим, как Макдональд расстегивает свои штаны. Ну, явно их высушить, если верить рассказам Гудвина, ага. Стиви, видя происходящее, пытается абстрагироваться. «Меня здесь нет. Я в 63-м. Учусь в 6 классе. Марк Беннерман выбивает дури с Бобби Кларка. Неравный бой. Марк рано вырос. Это словно мужик избивает мальчика. Кто-то смотрел, как уродуют Бобби, кто-то просто не знал, что делать, кто-то просто боялся. Лицо Бобби было всмятку». Далее нам показывают, как Макдональд пытается изнасиловать эту девушку, но Фрэнк спешно убивает ее, прекращая мучения. Никаких изнасилований. Мы здесь, чтобы уничтожить врага. На этом все. Стиви, не в силах смириться с тем, что произошло, убегает прочь, чтобы хоть немного выдохнуть. «Птичка свободы, забери меня отсюда. Сейчас же. Я должен улететь домой, с меня хватит. Я так больше не могу». В этот момент что-то отвлекает Гудвина, и он видит, как Макдональд подходит к ручью, чтобы смыть с себя кровь и ошметки, которые остались от выстрела. Позади Макдональда из леса появляется Фрэнк и наступает ему на голову. Цели, мотивы, я думаю, все мы прекрасно понимаем. Стиви молча, в шоке, смотрит на все это, зная, что сейчас любой звук себе дороже. Фрэнк тем временем ждет, пока из легких Макдональда выйдет последний воздух, и, убедившись, что дело сделано, сбрасывает тело в воду и уходит восвояси. Гудвин скрывается за деревом, понимая, что нет никого страшнее, чем капитан Кассел. События переносятся в Вэлли Фордж. Престарелые Хьюи, это так они называют вертолеты, забирают солдат домой. Стиви рассказывает читателю, что они пытались найти Макдональда, но он просто исчез. Капитан Кассел ради этого даже задерживал вертолеты настолько, насколько это возможно. Ангел тем временем пытается успокоить Гудвина и убедить его в том, что то, что произошло там с этой женщиной, должно остаться здесь. Это не должно его волновать. Однако это его все еще ох как волнует, судя по тому, что он практически допил всю спайку пива. Из ниоткуда появляется Фрэнк и задает самый главный вопрос. «Почему ты промолчал?» Естественно, Кассел знал, что Стиви рядом, прячутся за деревом. Он видел его, когда уходил назад. Стиви пытается оправдаться. «Сэр, я испугался. Зачем вы это сделали?» «Я хотел его покарать». В оригинале там прямо прописано «I wanted to punish him». Ну, вы поняли. It's more than time. Стиви резонно спрашивает: «А что же вы девушку убили?» На что Кассел резонно отвечает: «Чувак, не тупи, а? Если бы я положил вьетконговского снайпера в медвертолет, то ни один из парней больше бы мне не доверился в бою. Я бы отдал ее разведке, она бы промолчала обо всем и ничего бы не раскрыла по итогу. И ее бы все равно убили. Гудвин, не надо меня бояться». Но Стиви боится. «Это ад. Нам нужен такой человек, как Фрэнк Кассел, чтобы пройти через все это. У него всегда этот взгляд. Он по-другому и не смотрит. А худшее то, что он убил эту девушку для того, чтобы ее спасти». День 3. Нам ретроспективно показывают бомбежку во Вьетнаме на протяжении следующих нескольких страниц. Стиви Гудвин продолжает свой рассказ. «Мы не можем проиграть эту войну. Мы делаем все, что в наших силах. Да, наш генерал – дегенерат. Наша стратегия ужасна и гарантированно принесет поражение. Наша мораль гниет в канаве, раздавленная стрельбой, наркотиками и смертями. Да, мы оказались перед лицом самых жестких, бравых вояк, странных коротышек с сердцами тигров. Мы заставили весь мир нас презирать. Делаем вещи, которые навсегда оставят наши души в грехе. Америка жрет себя изнутри, вместе с городами, погрязшими в разрухе, и политиканами, что сеют семена сомнений и ненависти. Но мы не можем проиграть. Потому что, когда мы отсюда свалим, когда эти самые храбрые воины дадут нам достойный отпор, то
Мы, наконец, потеряем всю свою особенную удаль в этой запутанной войне. Никто, слышите меня, никто из Юго-Восточной Азии или где-то еще в этом мире не посмотрит на то, что останется от Вьетнама, и не подумает о чертовых янки. Стиви стал все больше и больше задаваться вопросами. Ангел тем временем сидит рядом, курит сигарету и слушает все эти размышления Гудвина, но даже не пытается ответить. Однако его внимание привлекает шум. Истребители. И рядом с ребятами пролетает парочка ласточек вооруженных сил США. Ангел подмечает, что он хотел бы покататься на такой. Отдал бы все за эту возможность. Фрэнк тем временем общается с полковником Оттманом. Он подмечает, что истребители улетают домой, а это значит, что воздушной поддержки не будет и начнется нападение. Оттман заверяет Касла, что все хорошо. Артиллерия все еще в боеспособном состоянии, на что Фрэнк парирует. Да, но только наша. А вот вся остальная вне диапазона. Обороняться некому, все пьяны. Вооружение оставляет желать лучшего, пополнения нет. Оттман подмечает: ну да, я не запрашивал. Да и вообще ничего в этом духе мы не получим. А знаете почему? Потому что всем плевать. Врагу больше всего. Война почти закончена. Но Фрэнк не расслабляется. Он уверен, что обстоятельства, в которых они оказались, благоприятны для нападения вьетконговцев. На что Оттман отвечает: «Если это все, то, может, оставишь меня в покое?» Касл спрашивает: «А что насчет базы? Все думают, что вы тут главный, ответственный за жизни парней». На что Фрэнк получает ответ в стиле мастера из Большого Стэна: «Ясно, пойду посру». Конечно, это не прямая цитата фильма, так как он вышел спустя 4 года после выхода этого комикса. К тому же, пока мы тут, я подмечу одну очень интересную деталь с внешностью Оттмана. В первом выпуске он будто бы был срисован с актера Тима Роббинса. Вы можете его знать по роли Энди Дюфрейна из фильма «Побег из Шоушенка». А вот в этом выпуске он уже больше похож на Уильяма Мэйси, который играл как-то Фрэнка Галлахера в сериале «Бесстыжие». Но вернемся к комиксу. Такое вот было небольшое лирическое отступление. Фрэнк последовал за генералом к уборной. Он молча достает гранату, практически засовывает палец в предохранительную чеку, но что-то его останавливает, и он уходит прочь. Касл далее рефлексирует: «Что тебя остановило, Фрэнк? Никто бы не узнал, не расстроился. Ты стал бы главнокомандующим базы передового развертывания в Элли-Фордж ровно в тот момент, когда взвод в этом нуждается. В этом же дело, да? Жизни ребят, безопасность базы, оборона корпусов от налета. Ты же должен делать свою работу. Даже если такой хмырь, как Оттман, встает у тебя на пути, то твои действия всегда будут оправданы. Именно так и никак иначе. Но ты же хотел его взорвать. Что заставляет тебя задаваться этим вопросом, Фрэнк? Что заставляет тебя убивать без колебаний? Генерал Пейден, Макдональд. Ты почти убил Оттмана. Каждый из них это заслужил. Тебя это волнует? Ты же веришь в то, что каждый негодяй в этом мире должен получить то, что он заслуживает, да? А ты можешь. Я повторюсь. Ты только скажи. Так и будет. Я помогу. Ты убьешь их всех, каждого. Это мой тебе подарок. Он может стать твоим». Начался проливной дождь. Фрэнк подходит к Стиви и просто проверяет, как он. «Проверяешь снаряжение?» «Да, сэр, я не хочу обнаружить пустой магазин в ненужный момент». «Да, не каждый здесь этим занимается. Не каждый хочет быть здесь, капитан. Мы хотим домой». И здесь происходит то, что удивляет Стиви. Фрэнк впервые делится с кем-то крупицей личной информации. Я бы даже сказал, что Фрэнк явно доверяет Стиви больше, чем последний думает. И также, на мой взгляд, весь следующий диалог выстроен так, что я, к примеру, сразу подумал о том, что Фрэнк предполагает, что они погибнут, что подчеркивается в одной из дальнейших фраз, и в случае, если Стиви выживет, то он, вероятно, сможет навестить семью Касла и рассказать им правду. Фрэнк рассказывает, что его дочери 4 года. Скоро, возможно, родится сын. И Фрэнк считает, что они его последний шанс. Вероятно, на нормальную и спокойную жизнь. Так называемый предохранитель. Но мы все с вами знаем, что случится, если семья Фрэнка погибнет. Не правда ли?
Кассел подмечает, что Стиви действительно должен позаботиться об оружии, перезарядить свои магазины, потому что если вчера им повезло, то при таких погодных условиях шансов нет. Надо держаться друг за друга, и только тогда, возможно, получится хоть что-то. Фрэнк также привлекает внимание Стиви, говоря: «Слушай, а это не твой друг в бункере Колтрейна сейчас?» И мы видим, как Ангел идет за очередной дозой, и Стиви уходит вызволять собрата по оружию. Тем временем Кассел опять рефлексирует. «Что это было, Фрэнк? Душевный разговор? Хочешь быть таким, как все? Ты что, скрываешься от меня? И вот этот твой последний шанс. Я твой последний шанс. Будь тем, кем ты действительно хочешь быть». Стиви молча подходит к Колтрейну, вырубает его прикладом, забирает своего друга, пусть тот и не хочет, и уводит его прочь, чтобы тот пришел в норму, иначе ему конец, как и всем вокруг. Знаете, есть такая поговорка: где тонко, там и рвется. Вот здесь она, на мой взгляд, максимально применима. Стиви сажает друга и пытается его вразумить. «Мужик, через час рассвет. Я думал, что ты хотя бы постараешься этого избежать». Но Ангелу плевать. Плевать, потому что он уже потерял волю к жизни. Готов принять смерть с распростертыми объятиями, и Стиви ему не помощник. У него вся жизнь еще впереди: колледж, работа, девочки. Но Стиви не успокаивается. Все, что происходит вокруг, рушит американскую мечту. Но это еще больше злит Ангела. «Стиви, ты идиот! Нет никакой мечты, хватит мне втирать свои влажные мысли. Весь этот бред остался далеко в прошлом. Вот здесь настоящая Америка. Насилие, смерть, хаос. Вот она, у нас под носом». Гудвин не согласен, но Ангел опять парирует. «Окей, сними уже розовые очки. Не думай обо мне так, будто я мешаю все хорошее с грязью под ногами. Все, что ты должен делать, это упорно трудиться наряду со всеми. Это хорошо для тебя и очень плохо для меня. Здесь нет золотой середины». И в этот момент кто-то кричит: «На нас напали!» У Ангела выпадает сигарета. Они в шоке. Раздаются выстрелы, взрывы. Фрэнк оказался прав. Вьетконговцы напали, солдаты верили, что им суждено контратаковать, но все сложилось иначе. Взвод занимает позиции, начинают отстреливаться, а Кассел берет на себя командование. Слишком поздно. Им нужно лишь было уничтожить наших радистов, а остальное неважно. «Больше света, киньте чертову световуху!» И когда вспышка озаряет территорию вокруг, мы видим, как северо-вьетнамская армия идет в атаку. Невероятно огромное численное превосходство со взводом. Шансов и без того не было, а в таком случае ситуация кажется максимально адовой. Взвод в шоке. Они перестали атаковать. Никто ничего не делает, и в этот момент Фрэнк просто смотрит на все это и говорит: «Дайте мне 60-ку». Последний день. В каждом мужчине есть могучий зверь. В темные времена он проснулся, чтобы бороться с ужасным врагом. Он штормом пронесся по Европе, через Тихий океан и сокрушил зло, поставив его на колени. Но когда он победил, когда вращающийся крест и восходящее солнце были повержены, могучий зверь не захотел возвращаться, не хотел впадать в спячку. Он искал новых врагов. У зверя много голов, много имен. Локхид, Белль, Монсанто, Доу, Грэмон, Кольт и другие. Они голодны. И вот так зверь питается. Каждое новое поколение идет на войну, чтобы утолить его голод. Обычно война происходит ради войны. Кровь должна пролиться в неописуемых масштабах, и неважно, чья она. Сегодня пришла наша очередь сделать это. Сегодня мы кормим зверя. И мы видим бойню. Взвод капитана Кассла отстреливается от Янки, пытается удержать позиции и просто выжить. Тем временем к Фрэнку подбегает солдат и сообщает, что связаться с Данангом не удалось, так как шторм перебивает связь. Но Кассел просит пытаться до тех пор, пока не получится. Единственное, что сейчас действительно может прийти на подмогу, некая бронированная единица к востоку от Вэлли Фордж, от которой исходит сигнал. Фрэнк просит запросить поддержку с воздуха, немедленную артиллерию и вообще любую помощь, которую они только могут оказать. Солдат возникает, мол, все, конечно, хорошо, но Отман говорит, что не надо раскачивать лодку, на что Кассел сразу же выпаливает:
Пристрели его». И тут же другой солдат просто истерично выкрикивает, что поддержки с воздуха не будет. Другой пехотинец подмечает, что левый фланг уходит. Касл же говорит, что раз так, то и мы уходим. И, отдав несколько приказов с другими ребятами, отступает к командному пункту. Ангел тем временем не сдерживается и, теряя голову, стреляет в толпу солдат, что бежит на них, и тут абсолютно бесподобный кадр, который я описывать даже не буду. И так все понятно. Артиллерия отстреливается со своих позиций, только слышны приказы. «Огонь! Огонь! Огонь!» Гудвин прячется в укрытии, как к нему подходит Колтрейн, который ищет ангела, чтобы содрать с него денег за наркоту. Он достает бритву и делает небольшой разрез на лбу Стиви, но ситуацию спасает Касл, который черенком саперной лопаты убивает Колтрейна. Пошли, пехотинец. Стиви узнает от Фрэнка, что в командном пункте всех перебили, закололи штыками. Там были одни наркоманы, которых прикармливал почивший Колтрейн. Тем временем вьетконговцы сжигают, вероятно, заживо солдат взвода. Фрэнк берет все в свои руки и ведет Гудвина на взлетно-посадочную, так как там все еще слышны крики. Нам также показывают, что Отман сдался и наложил на себя руки. Стиви бежит за Фрэнком и проворачивает в голове мысли о том, что вот он был так близок, насколько это возможно, к тому, чтобы вернуться домой, а по итогу он всего лишь волочится за Каслом. И в этот момент истребители сбрасывают буквально над головой Гудвина несколько снарядов. Все вокруг пылает, и Стиви расплывается в безумной улыбке. Фрэнк возвращает его в чувство. «Брось дымовуху, иначе нас взорвут!» И Гудвин приходит в себя, выдергивает предохранительную чеку, и в этот момент на него из ниоткуда вылетает горящий заживо вьетконговец. Стиви в этот момент проваливается в свое подсознание, где он видит птичку свободы с красотками-стюардессами, с напитками, и он плачет от счастья, от осознания, что он возвращается домой, и где-то там, на фоне, голос говорит: «Ты сделал это, глупенький ты парнишка». Фрэнк окружен огнем и живыми трупами, потому что выход у каждого, кто нападет на него, только один — в могилу. Я могу дать тебе это, Фрэнк. Есть цена. Ничто не дается даром. Скажешь нет, то вьетконговец на холме все сделает быстро. А если скажешь да, я дам тебе то, что ты хотел все эти годы. Но ты должен это проговорить. Скажи это. Война, которая длится вечно, никогда не закончится. Но ты должен сказать слово, Фрэнк. И Касл в пылу сражения говорит: «Да». Спустя несколько часов Квелли Фордж поспевает подкрепление. Отряд выходит на поиск выживших, но они подмечают, что никого не осталось. Всех сожгли напалмом. И один из солдат подмечает: «Сержант, найди лейтенанта. Приятель, ты как?» «Блять». Фрэнк выжил. Вокруг него мертвые вьетконговцы, десятки, а может быть и сотни. Касла сажают в санитарный вертолет. Солдаты тем временем гадают, как это вообще все произошло и почему он выжил, но ему отвечают: «Не надо, не вороши. Отправь его домой и хватит. Покончим с этой проблемой и уберемся отсюда куда подальше». Далее мы видим труп Стиви Гудвина, который погиб, сражаясь. Фрэнк в терминале аэропорта. Он вернулся домой. Его встречает жена, которая держит их сына на руках, и дочка. Они обнимаются, и она спрашивает: «Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» Но Фрэнк убеждает: «Все в порядке, все хорошо». «Ты же больше туда не вернешься?» «Нет, не вернусь», — отвечает Фрэнк. «Я зашел настолько далеко, насколько это возможно. В этот раз я никогда больше вас не брошу. Слишком долго до меня доходило». И тут в голове Касла вновь этот голос: «Фрэнк, мы давно не говорили. Ты был занят. Быстрая выписка, пара медалей, множество ужаснейших ситуаций для парня, которого они даже не тревожат. Ты ответил «да» на мое предложение, я сдержал слово. Не каждый же день ты убиваешь несколько дюжин солдат и получаешь 7 пуль. Что ж, я возьму свое. Говорил же, что у всего своя цена. Поздно, Фрэнк, ты уже ничего не сделаешь.
Механизм запущен. Но ты забудешь наш разговор. Наслаждайся тем, что есть. Ненадолго, но есть. А кто я? Давай сойдемся на том, что у нас общее дело. И я был в нем дольше, чем ты. Давай просто договоримся, что мы будем лучшими друзьями. Хоть ты меня больше и не услышишь, но ты будешь кормить мой голод. И давай на этом закончим. Мария, жена Фрэнка, спрашивает еще раз. Ты как? Ты как будто в тумане потерялся. Но Касл опять заверяет. Все нормально. Все хорошо, дорогая. Обнимемся покрепче. И на этом комикс заканчивается. Однако на этом история Фрэнка Касла «Вселенной Макс» только начинается. Ведь буквально через 4 года после этих событий внутри комикса запускается новый виток истории Карателя. Возможно, мы вернемся к ней позже. Следите за обновлениями канала, можете подписаться на телеграм-канал, на группу ВКонтакте, ссылку оставил в описании. И также подписывайтесь на YouTube канал и не забывайте включить уведомления. Спасибо за просмотр, мой дорогой друг. Пока-пока.